Сегодня я запускаю новый формат на канале. Беру одну тему и отвечаю на 30 самых важных частых вопросов. Как всегда, по делу, без воды, коротко, чтобы в дальнейшем у вас осталось понимание, что делать. И начать я хочу с жирового гепатоза. Болезни, которые есть, только вдумайтесь, почти у каждого второго взрослого, о наличии которой даже и не подозревает. Узнают либо случайно, либо тогда, когда все плохо. Поэтому не торопитесь выключать, если вы подумали, что вас это не касается. Вполне возможно, касается. Если у вас есть лишний вес, есть животик, повышенный объем талии, и у вас часто возникает усталость, возможно, у вас уже есть жировой гепатоз. Если такой формат зайдет, я буду такие ролики делать чаще. Но понять я могу только по вашей реакции. Количество комментариев, вопросов, лайков и вашей участия. Ваша активность особенно важна сейчас в связи с ситуациями вокруг YouTube. Алгоритмы думают, что ролик никому не интересен и поэтому не рекомендуют другим зрителям. И другие зрители не смотрят. Именно ваша активность, ваши лайки, ваши вопросы, ваши комментарии, они будут продвигать ролик. Поэтому всех вас прошу быть активнее. Я разделил вопросы по разделам в логическом порядке, чтобы вам было легче смотреть и понять. Блок 1. Причины и механизмы. Первый вопрос. Что такое жировой гепатоз? Жировой гепатоз – это то состояние, при котором капельки жира вкладываются в печень. То есть печень начинает жиреть. И этот жир может и между клетками печени откладываться, и вокруг органа самого откладываться. Печень зарастает жировой тканью. Это и есть жировой гепатоз. И, как я уже сказал, этим страдает практически половина населения Земли. Второй вопрос. Почему печень жиреет? Существует несколько причин. Первый – это избыточное поступление жира в печени, которое возникает тогда, когда у человека поступает энергии в виде еды больше, чем он тратит. Здесь не важно, белки ест, потребляет, или углеводы, или жиры. Просто больше, чем тратит, потребляет. Ну и сухой остаток энергии переводится в жиры и откладывается внутри организма, в том числе и в печени. И здесь же может быть еще избыточное поступление жира в печени, не связанное с потреблением пищи. То есть тогда, когда человек голодает, когда в организме у человека возникает повышенное окисление жиров, на триглицериды, свободные жирные кислоты, и они, попадая в кровь, оседают в печени. И так тоже возникает повышенное поступление жира в печень. По этому механизму может возникать жировой гепатоз у худых людей. Вторая причина – это недостаток расщепления жира в печени. Здесь может быть связано с функцией самого органа, как печени. Например, в тибетской медицине мы говорим жар печени. Я в разных роликах этот термин употреблял. И в таком состоянии печень не может и не справляется с тем жиром, который в нем есть. И, конечно, здесь еще и первая причина играет роль. Да? Если повышенное поступление жира в печени, печень просто-напросто не успевает расщеплять весь этот жир. Третья причина – это избыточный синтез жира в печени. Это связано с алкоголем. И у людей с алкогольной зависимостью возникает избыточный синтез, то есть выработка жира в печени. Четвертая причина – это недостаток выведения жира из печени. Она может быть нарушена при недостатке лецитина и при застое желчи, то есть недостаточном выведении желчи и с желчью выведении жиров. И третий вопрос – в чем отличие между жировым гепатозом и жировым гепатитом, то есть между статогепатозом и статогепатитом. На самом деле современная медицина сейчас и научная медицина, она говорит о том, что жировой гепатоз действительно сокращает продолжительность жизни человека. И жировой гепатоз до поры до времени он находится в неактивном состоянии, то есть просто как жирная печень. А вот когда вот этот жир в печени начинает окисляться, реагировать на него купферовские клетки, которые находятся в печени, это макрофаги, и они вырабатывают цитокины, провоспалительные вещества, возникает воспалительный процесс. И гепатоз переходит в гепатит, активный воспалительный процесс. И такой воспалительный процесс,
он начинает разрушать клетки печени, и из клеток печени, которые внутри, в клетках печени сидящие, трансаминазы, АСТ, АЛТ, они начинают выходить в кровь, и их уровни повышаются. И уже на анализе крови видно повышение АСТ и АЛТ. И если есть уже на УЗИ картины жирового гепатоза, то вполне возможно сказать, что гепатоз переходит в стадию гепатита. И далее этот воспалительный процесс, если будет протекать, он будет разрушать клетки печени будут замещаться фиброзной тканью, и этот процесс занимает какое-то время, годы, и чем больше фиброзной ткани будет, уже фиброз печени будет развиваться первой, второй, третьей степени, и когда уже достаточное количество клеток печени уже замещается фиброзной тканью, начинается цирроз. Цирроз – это необратимый процесс. Цирроз печени, говорят, билет в один конец. И поэтому врачи говорят, у каждого 10-го человека с гепатозом через 15-20 лет развивается цирроз. Для этого существует множество как драйверов, которые развивают этот процесс. Да? Это не говорит, что у каждого человека будет цирроз. 4-й вопрос. Роль инсулинорезистентности в жировом гепатозе. Эти два процесса, они друг с другом, как парочка ходят. Да? Инсулинорезистентность, метаболический синдром, жировой гепатоз. Но если так связать эти процессы, то при инсулинорезистентности, это состояние, когда еще нет сахарного диабета, но чтобы обуздать те уровни сахара или те углеводы, которые мы потребляем, поджелудочной железе приходится вырабатывать много инсулина. Повышение количества инсулина приводит к замедлению или работы такого фермента, как липопротеин, липаза называется. И этот фермент, он как раз отвечает за расщепление триглицеридов и за освобождение от триглицеридов из печени. То есть из триглицеридов организм получает энергию. И в этом участвует этот фермент. Липопротеин, липаза. Но если этот фермент неактивный, то триглицериды начинают накапливаться. Энергию получают из других источников, например, из тех же мышц, аминокислот и так далее, разрушая мышцы. Да? Опять же, развивается жировой гепатоз. Алкогольный и неалкогольный жировой гепатоз. В чем разница? Я уже про неалкогольный жировой гепатоз рассказал. Достаточно понятно. Алкогольный или лекарственный жировой гепатоз – это тогда, когда происходит постоянное токсическое воздействие на печень. И это воздействие вызывает реакцию, при котором в печени происходит повышенный синтез жира. Возможно, печень, синтезируя жир, защищается от токсинов. Да? Возможно, я не знаю, вот здесь процесс механизма нужно понять. Но алкогольный, он не так часто встречается, но он тоже есть этот момент. И алкогольный жировой гепатоз, он чаще всего быстро переходит в гепатит, и далее уже фиброз и с последующими развитием событий. Второй блок – симптомы и диагностика. И вопрос номер 6. Можно ли почувствовать первые признаки жирового гепатоза? Почувствовать нельзя. Невозможно. На самом деле, в основном жировой гепатоз определяется случайно на УЗИ диагностики. Конечно, гепатит и другие формы уже другими методами диагностики определяются. Вот если человек осознанно и тщательно относится к своему телу и чувствует, как меняется его тело, то когда у вас увеличивается объем талии, вы должны насторожиться и пойти на УЗИ. Те люди, которые употребляют много алкоголя, тоже могут время от времени делать ультразвуковое исследование печени, чтобы понимать, насколько печень, в каком состоянии находится. И алкоголь, помимо нарушения мозговой деятельности, разрушает в первую очередь и печень. 7-й вопрос. Анализы при жировом гепатозе. Что реально информативно? Первый – это ультразвуковое исследование. Самый информативный анализ. Там сразу все видно. И далее, если вы хотите уже понять, если гепатит, сдаем анализы на трансаминазы печени. Следующий вопрос. Какие есть современные методы диагностики жирового гепатоза? Как я уже сказал, ультразвуковое исследование, УЗИ-диагностика. Второе – это анализ крови на печеночные трансферазы. Третье – это эластометрия. Ультразвуковая эластометрия бывает, с помощью которого можно понять, есть ли фиброз печени, в какой степени. Но этот метод диагностики, он невозможно провести у людей, у кого толстая подкожно-жировая клетчатка. Там уже нужно делать МРТ или
КТ, компьютерной томографии. И следующий вопрос. Бывает ли жировой гепатоз у худых людей? Да, бывает. И это очень опасно тем, что худые люди, они, как правило, об этом вообще не думают. Думают, что они худые, у них нет жирового, такого не может быть. И тем самым они теряют время и могут пропустить тот момент, когда нужно было бы все это начать лечить. Все мы наследственно отличаемся по степени, скорости и по методу расщепления жиров. У кого-то может жир откладываться под кожно-жировую клетчатку. Этот процесс не бесконечный. У кого-то какой-то процент откладывается, и потом все, перестает под кожно-жировую клетчатку откладываться, жир начинает откладываться внутри. А у кого-то можно безгранично откладываться именно в подкожно-жировой клетчатке. И поэтому некоторые люди с виду могут быть упитанными, с лишним весом, но при этом у них внутренние органы могут быть чистые. А другие люди, они могут быть худые снаружи, при этом у них внутренние органы с ожирением. И следующий вопрос, почему повышенные печеночные ферменты не всегда говорят о болезни. Но печеночные ферменты на самом деле, они говорят о воспалительных процессах в печени. И не всегда воспалительные процессы бывают связаны с жировым гепатозом. Бывает разный токсический гепатит, там разные гепатиты могут быть. Поэтому, если это связывать с жировым гепатозом, то, конечно, не всегда это говорит о наличии жирового гепатоза. Как я уже ранее говорил, чтобы понять, есть ли жировой гепатоз и этапы развития этого жирового гепатоза, нужен комплекс обследований. Блок номер 3. Образ жизни и питание. Влияет ли питание на жир в печени? Конечно, влияет. Влияет, если мы едим больше, чем мы тратим, это тоже может вызвать жировой гепатоз. То есть независимо, мы едим больше углеводы, белки или жиры. Повышенное потребление жиров тоже может вызывать развитие жирового гепатоза. То есть особенно насыщенных жиров. Это напрямую влияет на развитие жирового гепатоза. Если есть проблемы с метаболизмом, то есть метаболический синдром, замедленный метаболизм, инсулинорезистентность, замедленное расщепление жиров и так далее, даже при нормальном питании, то есть неизбыточном, может развиваться жировой гепатоз. Следующий вопрос. Какие продукты ускоряют накопление жира в печени? Первый – это продукт насыщенные жиры. Если вы их будете употреблять в большом количестве, при этом вы не будете двигаться, тратить энергию, прямая дорога к жировому гепатозу. Это сливочное масло, сало, мясо, жирное мясо, свинина особенно. И это всевозможные жирные продукты, да, жареные продукты. Многие люди сейчас скажут: да я не ем много мяса и жира, тем более, я вообще не люблю. А почему у меня жировой гепатоз? Здесь вот, как всегда, то, что я говорю, положительный энергетический баланс. Вы можете есть самые полезные продукты, белки, жиры, углеводы и так далее, там с овощами, зеленью, но есть больше, чем вам необходимо. То есть у вас положительный энергетический баланс. Вы не тратите все, что вы съели. Остаточная энергия, она будет переводиться в жир и откладываться в организме. В том числе в печени. Топ-5 продуктов для здоровья печени. Первый. То, что я всегда говорю. Куркума и черный перец. Вы можете посмотреть мои ролики, как это нужно делать и принимать. Второе. Это расторопша. Это естественный, природный гепатопротектор, который защищает клетки печени. Продукты, содержащие клетчатку. Зелень, зеленые овощи, листовые овощи, крестоцветные, орехи, там, да, все такие цельнозерновые продукты, бобовые продукты. Если их в большом количестве будете употреблять, то вы будете меньше потреблять животных жиров, меньше употреблять углеводы, которые содержат просто пустые калории, да, и тем самым у вас энергетический баланс будет выравниваться и даже становиться в отрицательном. И тогда, конечно, это будет помогать печени. Когда я говорю в большом количестве, я не имею в виду все, это надо только это употреблять. И, конечно, в рамках сбалансированного питания. Наверное, я неправильно такими словами обращаю ваше внимание на эти продукты. Именно обратите внимание на эти продукты. Четвертый продукт – это шафран. 4-5 тычинок шафрана, зависит от качества. Если очень качественный, то 2-3 можно. Положить на стакан воды теплой, замочить на ночь, утром натощак вот эту оранжевую воду выпить. Очень полезный продукт. С точки зрения тибетской медицины и вообще восточной медицины, шафран – это хороший продукт для печени. Пятый продукт – это, как ни странно, жиры. Это животные жиры, не свинина, там жареные продукты, а именно хорошая жирная баранина,
топленое масло, жирное мясо, там, скажем, кунжутное масло, льняное масло, орехи и так далее, жирные продукты. Когда мы едим жиры, организм начинает переводиться на жировой обмен, то есть начинает лучше использовать жиры. Во-вторых, особенно потребление животных жиров за завтраком вызывает хороший отток желчи. Как я уже говорил, один из путей выведения жира из печени – это желчь. Если желчь будет хорошо выводиться вместе с жиром, и я в одном ролике тоже говорил, каждый день наша печень желчью вырабатывает 2 грамма холестерина. Целых 2 грамма. Да? И вот будет хороший отток выведения жира из печени. И в-третьих, есть исследования, вы можете посмотреть, в которых жировой гепатоз лечится кето-диетой. Как ни странно, это очень эффективно работает при жировом гепатозе. Другой вопрос, что кето-диета имеет свои минусы, которые могут навредить. И на кето-диету нужно садиться только с разрешения врача и с его наблюдения. Если вам эта тема интересна, то у меня есть целый ролик про продукты, которые любит наша печень. Посмотрите. Следующий вопрос. Низкоуглеводная или средиземноморская диета? Что лучше для печени? Здесь я сразу скажу, что средиземноморская – это не диета, это система питания. И очень хорошая система питания. Конечно, очень хорошо и для печени в том числе. Низкоуглеводные тоже. Это диета. Это то, что мы следуем в течение какого-то короткого времени. Мы не можем сидеть на одной диете всю жизнь. Поэтому, конечно, каждый из нас, чтобы быть здоровым, должен выработать алгоритм своего питания. И эта стратегия должна соотноситься с образом жизни, с энергозатратами и так далее. Да? У каждого же у нас разный образ жизни. Самое лучшее питание – это то питание, при котором минимум вредных продуктов, сбалансированное питание и питание, где учитываются энергозатраты и поступления. У себя в голове держим. У нас какой энергетический баланс? Мы съедаем столько же, сколько мы тратим, или мы съедаем чуть меньше, чем мы тратим, или больше? И всегда этот баланс держать в голове. По сути, все зависит от ваших целей. Хотите похудеть? Создавайте отрицательный энергетический баланс. Хотите сохраниться? Создавайте нулевой энергетический баланс. Хотите поправиться, создавайте положительный, но положительный тоже создавайте за счет полезных продуктов, не картошку фри с жареными крылышками. Следующий вопрос. Какие тренировки реально снижают жир в печени? Да, конечно, есть. Все те тренировки, которые улучшают функцию и количество митохондрий. Об этом я много раз говорил. Митохондрии – это энергетические станции, внутриклеточные органеллы, в которых сжигаются жиры. Если они хорошо сжигают жиры, то в печень будет попадать меньше жиров. Если они хорошо сжигают жиры, они могут в том числе и ту жир, который в печени отложилась, сжечь при отрицательном энергетическом балансе. На второй пульсовой зоне это разговорный темп, все тренировки. Это ходьба, бег, велосипед, плавание, все что угодно. Если вы будете делать в течение 6 дней в неделю, минимум 5, в течение 40-45 минут, то вы увидите эффект. Такой вопрос на самом деле задают те люди, которые ничего не хотят делать, но что-то хотят сделать, чтобы у них каким-то образом волшебным жировой гепатоз исчез. Но так не бывает на самом деле. Этот жировой гепатоз развивается долго, со временем, годами. И чтобы его растопить, убрать, и это полностью обратимый процесс, да, полностью все можно убрать, и даже гепатит можно. Нужно действовать. А чтобы действовать, нужна мотивация. А чтобы была мотивация, каждый из вас должен понять, что жировой гепатоз – это очень плохое состояние, при котором ваш организм, во-первых, стареет быстрее, во-вторых, на этом фоне развиваются различные заболевания, потому что это является драйвером всех системных внутренних воспалительных процессов. И в-третьих, качество жизни вы теряете. Вы рискуете через 10 лет, например, кому 50 сейчас, потерять качество жизни очень сильно и быть зависимым от лекарств. Это же очень плохо. Блок номер 4. Лечение и профилактика. Можно ли вылечить жировой гепатоз без таблеток? Да, можно. И на самом деле не существует никаких таблеток, которые лечат жировой гепатоз. Жировой гепатоз лечится самим человеком, его самодисциплиной, его мотивацией, его изменением образа жизни и питания. И это достигается в течение полугода, а то и года.
ну, мы же все разные, потеря до 10% веса уже улучшает печень. Следующий вопрос. При жировом гепатозе врачи назначают разные препараты. Работают ли они? Например, ушсасан, ушсофальк, препараты метформина и еще какие-то препараты. Да? На самом деле это спорный момент. Я считаю, как вот практикующий доктор моих пациентов имеет жировой гепатоз. И я вижу, лучше всего жировой гепатоз убирает именно изменение образа жизни и питания. И это 100% работает. А когда человек начинает принимать лекарства какие-то, он этим не занимается, не меняет свой образ жизни и питания. И тем самым ничего не меняется. И эти препараты, они не расплавляют жир в печени, это точно. Нужны ли БАДы для печени? Я на самом деле не противник БАДов, биологически активных добавок. И здесь ключевое слово «добавки». Добавки к чему? К вашему образу жизни, который привело к жировому гепатозу? В таком случае от БАДов никакой пользы не будет. А если вы меняете свой образ жизни, питания и хотите избавиться от жирового гепатоза, при этом еще и начинаете потреблять там расторовшие артишоки, всякие куркумин-комплексы и так далее, тогда все это работает. Но БАДы – это не что-то, что нужно пить всю жизнь. Да? Это именно те компоненты, которые в момент лечения от жирового гепатоза, там, избавления нужно принимать. И плюс те люди, которые имеют какие-то профессии, которые вредны для печени, дегустаторы, например, да, тогда они могут принимать, защищать печень. Следующий вопрос. Витамин D, омега-3, антиоксиданты. Правда ли помогает печени? Да, правда помогает. Особенно антиоксиданты. Если их употреблять, то они убирают свободные радикалы, тем самым помогают печеночным клеткам. А омега-3 тоже очень хорошо помогает именно справиться с липопротеинами низкой плотности. Витамин D, если он низкий, то обязательно нужно принимать. Здесь вопрос не в том, что эти вещи работают или не работают. Для того, чтобы помочь печени, нужно избавиться от жирового гепатоза. В первую очередь. И это достижимо. Вот что вы должны понять. Жировой гепатоз полностью излечим, полностью обратимый процесс. Дальше уже можно разные БАДы применять, витамины и так далее. Следующий вопрос. Как похудение влияет на печень? Здесь вопрос не в похудении, вопрос как похудеть. Не как похудение влияет, а как надо похудеть, чтобы на печень хорошо повлияло похудение. Надо похудеть правильно, ограничив калории. И похудение должно быть 400-700 грамм в неделю, 1,5-2 килограмма в месяц, а не по 7-8 килограмм в месяц или 10. Ну, первый месяц может уйти побольше, потому что там теряется много воды. Организм же, он же отпускает то, что легче всего отпускается, воду, да? И тогда печень будет себя намного лучше чувствовать. А если вы будете на жесткой диете сидеть, просто создадите жестокий энергетический дефицит. Тут я же говорил, организм для того, чтобы выжить, то есть, он начнет окислять свои запасы жиры. И эти жиры окисляться будут до триглицеридов и свободных жирных кислот. Свободные жирные кислоты, они по крови распределяются по всем органам, и в том числе в печень. И там могут осесть. И вы будете худеть не за счет вот этих жиров, они просто осядут, будут ждать, когда надо питать эти органы. И помните, что у вас есть мышцы, которые могут расщепиться до аминокислот, и аминокислоты будут закрывать те потребности энергетические вашего организма. И будете терять мышцы, а жир будет оставаться. Вы, возможно, похудеете за месяц на 15 килограмм и так далее. Будете вполне стройно выглядеть, но также оставаться внутри жирными. Голодание – это, конечно, полезная штука, да, для улучшения здоровья, для запуска активации аутофаги и так далее. Но это не стратегия похудения. 5-й блок. Связь жирового гепатоза с другими болезнями. Жировой гепатоз и сахарный диабет. Эти, я как уже говорил, жировой гепатоз и инсулинная резистентность, они друг с другом парочкой ходят, да? И также жировой гепатоз может привести к сахарному диабету 2 типа, или инсулинная резистентность может перерасти постепенно в сахарный диабет, и заодно еще и в рамках метаболического синдрома и жир отложится в печени. Все это вместе идет. И жировой гепатоз, и сахарный диабет. Все это заболевания ассоциированы с нарушением метаболизма.
Следующий вопрос. Есть ли связь между жировым гепатозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями? Конечно, есть. Прямая связь. Жировой гепатоз – это ожирение печени, как мы поняли. Ожирение печени – это висцеральное ожирение. Там не только печень жиреет, да, но и поджелудочная железа, и сальники, и вообще висцеральное ожирение возникает. А висцеральное ожирение, я как во многих своих предыдущих роликах говорил, это мощный и очень активный драйвер развития многих заболеваний. В первую очередь сердечно-сосудистых заболеваний, потому что это связано с сосудами. Увеличение липопротеинов, воспалительные процессы, которые системные, хронические воспалительные, да, вялотекущие процессы, которые разрушают эндотелий сосудов, целостность, да, разрушает. И плюс повышенные холестерины, мы об этом говорили в ролике про холестерин, можете посмотреть. Они создают условия для образования бляшек. Связь жирового гепатоза с раком печени. Какая связь? Прямая. Жировой гепатоз, если он в таком состоянии находится, никому не мешает. Вроде неактивное такое состояние, просто ожирение печени. Но как только происходит окисление жиров в печени, все, запускается воспалительный процесс. И такое воспаление люди, я вижу среди своих пациентов, они подавляют воспаление какими-то лекарствами, потом снова воспаление возникает, потом подавляется, снова воспаление. Это как травмирующий фактор, да? Когда воспаление одно и то же повторяется, вызывает риск образования атипичных клеток или активация атипичных клеток, и образуется раковое заболевание. Конечно, до рака печени есть у нас фиброз и цирроз. При фиброзе печень тоже полностью не восстановится, потому что если печеночная клетка заместилась фиброзной тканью, не может же фиброзная ткань обратно в печеночную клетку. Нет такого. А если фиброзной ткани замещается там какой-то процент уже клеток, все, цирроз. А цирроз, вдумайтесь, это билет в один конец. И все начинается с жирового гепатоза. Алкогольный цирроз печени – это редкий случай, редкий в плане населения, да, но частые среди алкогольно зависимых людей. Связь метаболического синдрома с жировым гепатозом. Я об этом уже говорил. В 2 словах зафиксирую. Метаболический синдром приводит к жировому гепатозу. Вы должны это понять. Если у вас появляется животик, будьте бдительны. Нет ли жирового гепатоза? А метаболический синдром, напомню, это дислипидемия, это инсулинорезистентность, незначительное повышение артериального давления и увеличение объема талии. Следующий вопрос. Связь жирового гепатоза с микрофлорой кишечника и вообще функцией кишечника. Здесь можно натянуть эту связь. Конечно, так как жировой гепатоз связан с метаболическим синдромом, а метаболический синдром, в свою очередь, обязательно связан с функцией кишечной микрофлоры, а кишечная микрофлора связана с тем, что человек ест, здесь можно так связать, да? Но прямая связь может быть такая. Нарушение работы кишечной микрофлоры приводит к повышенной проницаемости кишечника. То есть в кишечнике начинает всасываться все, что нужно, не нужно, в том числе и жиры, и всякие ненужные вещества. Если кишечная микрофлора нарушена, и начинает в большом количестве всасываться жиры, и здесь я хочу обратить ваше внимание, не только жиры, которые мы едим. Многие люди мне говорят, я вообще насыщенные жиры не ем, но у меня холестерин повышен. Жиры у нас поступают в кишечник не только экзогенные жиры, то есть извне. Но и внутри много жиров в кишечник попадает с желчью, печень туда выкидывает и другие органы. Эти жиры полностью обратно всасываются в кишечнике. И обратно же в печень идет, если это уже с желчью связано, да?